Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, финансы, работа, перспективы, новые способы дохода в октябре или новые способы заработка. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И сделать этот расклад мне предложила одна из подписчиц. И действительно, жизнь наша такова, что многое меняется, причем меняется кардинально. Мы порой вынуждены, и даже если прежде не думали о том, чтобы сменить работу или рассмотреть новые способы дохода, нас ставит жизнь перед каким-то фактом, когда мы либо не можем продолжать в том же ключе, как прежде, либо нет финансового эквивалента, или мы оказались в другой местности, или как-то изменились еще обстоятельства. И вот, наверное, этот расклад подойдет как раз в первую очередь тем, которые пытаются найти вот как новые способы заработка или уже рассматривали смену профессии, смену сферы деятельности. И ведь надо сказать, в последнее время новые сферы деятельности, если мы говорим хотя бы даже про IT, это реальная возможность получить профессию, к примеру, не садясь за парту заново, как университет, и тратя на это энное количество лет. Или обрести какой-то навык, или вдруг вспомнить, наконец, что у нас в руках есть тоже какое-то ремесло, или мы эксперты в какой-то профессии и можем организовать свое какое-то дело и более сделать его управляемым, по крайней мере, финансовый доход, и есть в этом определенные преимущества. Так вот, этот расклад подойдет тем непоседам, которые как раз где-то в этом направлении движутся. Если у вас все стабильно, понятно, хорошо, уже где-то движется по накатанной колее, и в принципе вы не собираетесь ничего менять, наверное, этот расклад, но не совсем корректен будет, прямо скажем. Мы выполним с вами сигнификацию. Я приготовила колоду карт, и мы первое, что мы узнаем, как карты видят, с кем они готовы говорить, да, или продолжать какую-то историю. Поэтому первый вопрос: что сейчас вот у вас, мои дорогие, чтобы определиться, подходит вам это или нет? Вот так все сразу серьезно. Верховный жрец или иерофант — это словно у нас по судьбе что-то происходит. Или какие-то изменения, которые были вызваны именно сменой окружающей обстановки. Или непреодолимые какие-то обстоятельства, непреодолимой силы, я имею в виду, когда мы-то не планировали, а словно произошло какое-то событие, и нам ничего не остается, как принять то, что есть по факту. Нравится оно нам или нет. Мы где-то выживать в новых условиях вынуждены, или как-то свою траекторию зарабатывания денег или применение тех знаний, которые были получены прежде, уже использовать в каком-то новом ключе. Для кого-то из вас это может быть банальная ситуация, когда меняется руководство, меняется какая-то система иерархии, может быть, или какие-то перемены. Вот на прежнем месте работы вы понимаете, что нет, как-то вот дальше в таком ключе не пойдет, нужно что-то менять. А у кого-то из вас это мог быть переезд вынужденный, работа. Это очень важное решение. Потому что деньги, куда ж мы без денег, правда? Вот так. Давайте дальше узнаем, что еще нам скажут. Для кого-то из вас уже сейчас вы работаете на двух работах, двойка пентаклей. Или вы прежнее место работы еще не оставили, но уже так это заглядываете немножко вперед, какую-то траекторию пытаетесь себе, может быть, словно на ощупь проложить. Потому что по двойке пентаклей нам говорят: пробуй все новое. Пробуй, пока не получится или не надоест. Вот конкретно так звучит эта карта. Это где-то игра с деньгами, но с двумя пентаклями, когда нет риска, потому что по этой карте мы надеемся сами на себя. Это карта легкости на подъемы. У кого-то из вас одна из ваших сфер жизни может быть связана, предположим, с транспортом или с перемещениями, или вы переходите на удаленную профессию какую-то, или вы готовы рассматривать работу посредством интернет, через интернет, или какое-то свое хобби, творчество, или свою экспертность транслировать как будто через интернет, заявить о себе и таким путем, посредством интернета, опять же, зарабатывать деньги. Одним словом, вот по этой карте любые практически способы дохода. Но на заднем плане нам изображен корабль, да и само по себе пространство как будто окружает нашего героя на карте. И это все символика Меркурия, поэтому для кого-то из вас
работа с большим объемом информации, работа с большим количеством людей, работа, может быть, как торговля или сфера услуг, когда мы что-то продаем, ну, либо услуги, либо какой-то товар. Может быть, опять же, через интернет, ну, по крайней мере, взаимосвязь в этом есть определенная. Ну, как будто пробуем и что-то не бросаем. Может быть, на данный момент какая-то ситуация вас подталкивает принять решение, может быть, от чего-то отказаться в пользу чего-то одного, найти какой-то выход из лабиринта. Может быть, какая-то обстановка у вас, которая связана где-то отчасти, когда вы столкнулись с законом, или с какими-то подзаконными актами, или с какой-то системой словно, да, которую обойти, объехать невозможно. Есть определенный порядок. И вы понимаете, что вот мне с учетом сложившихся условий, или я узнал какие-то обстоятельства, законы, и мне нужно тоже как-то перестраиваться. Может быть, то, чем прежде занимался, теперь заниматься не могу. Или работать в том ключе, себя подвергая рискам, я тоже не могу. Может быть, отношения на работе так сложились, что я все время крайний, и с этим нужно что-то делать. По рыцарю мечей мы могли столкнуться, и это могло быть побудительным мотивом, с людьми, которые буквально не выдержаны где-то, не сдержаны в общении. По этой карте идет бунтарь без причины. Ну, буквально какое-то с хамством могли столкнуться. И это такая точка весомая, что нет, так дальше продолжаться не может. Или по этой карте есть еще такой момент, что может быть, кого-то из вас не устраивает то, что я должен срочно куда-то отправляться. Или моя работа в каком-то новом графике, когда я ничего не могу распланировать. А у меня может быть семья, дети, или у меня состояние здоровья. Ну или каких-то тут и тысяча, может быть, причин. Есть определенный, когда мы недовольны. И вы чувствуете, что у вас сейчас как раз потенциал таков, что все в моих силах, все в моей власти. Правда, карта сила. Идеальное время, чтобы что-то изменить или прийти к какому-то решению. Самое главное, наверное, будет делать хладнокровно выбор. И карта сила – это у нас энергетика, как у карты мага, алхимика. Конечно, это великий манипулятор, но это тот человек, который собой не рискует. Это тот, который просчитает, обойдет все острые углы. Он вот именно знает, как себе сделать в плюс, и где-то, с одной стороны, не нарушить закон, не подвергнуть себя каким-то длительным обязательствам или какому-то риску, или уйти, может быть, от какой-то сложной ситуации. Взаимодействовать, это особенно правильно с людьми. У вас сейчас большой потенциал. Хорошо, давайте мы узнаем. Работа, если мы говорим, да, вот то место, где вы сейчас трудитесь. Что на данный момент? А тут как будто нас все устраивает. Ну, может быть, не устраивает это у нас туз кубков. Тут как раз по этой карте равновесие, когда мы и по материальной части довольны, потому что рыбы нам изображены, ну и как будто в плане душевного эквивалента, да тут тоже все в порядке, нас все радует. Интересно, чего ж мы тогда смотрим? Давайте мы посмотрим. Может быть, что-то буквально изменилось за последние дни. Нам выпадает семерка пентаклей. Это какие-то обстоятельства, когда нам приходится что-то ждать. Или задержка с деньгами вас могла вот подвигнуть на то, что вы смотрите это видео и думать, так будут деньги или нет, или мне там пообещали это вообще, можно этому верить или нет. Семерка пентаклей нам, тем не менее, дерево изображено, на котором деньги, пентакли растут. Есть цикличность, да, то есть мы ускорить созревание пентаклей как будто не можем. Почему? Эта карта предполагает, что мы вынуждены ожидать. Есть тоже опять какие-то объективные причины. Может быть, не так быстро, как мы бы хотели. Или было что-то обещано, нас вдохновило, а теперь период ожидания затянулся. А что еще? Или нам что-то такое предложили, от чего мы отказываемся, мы не можем что-то принять. Может быть, те предложения, которые приходят, мы видим в каких-то других аспектах, или нам бы хотелось, чтобы что-то было по-другому.
Нас определенно что-то не устраивает. По этой карте есть разочарование. У каждого здесь по-своему. Но я так думаю, из-за задержек. Может быть, вот эти задержки, все, ничего, но без конца задержки с деньгами. И так дальше продолжаться не может. Это как какая-то запутанная история. Или есть какие-то факторы, которые тоже влияют на эти самые задержки. Может быть, невозможность работать, потому что какие-то сервисы не работают, компания закрывается или еще что-то, вынуждая нас принять решение и найти выход из лабиринта. Правда, тут какой-то выбор, тут какое-то однозначное решение должно быть. Хорошо, давайте мы спросим, каковы перспективы, вот если мы говорим про это место работы? Знаете, как будто придется либо осваивать новую профессию, либо, может быть, профессия та же, но какой-то уклон, узкая специализация другая. Или вам может быть предложена та работа, которая отчасти было вот раньше все хорошо, да, а теперь как-то изменились обстоятельства, может быть уменьшен где-то или с задержкой этот заработок, или вам приходится перестроиться, пройти какую-то, как я сказала, специализацию, может быть, курсы, для того, чтобы остаться на прежнем месте работы. И вы не видите пока, как это будет дальше. Вот на начальном этапе это новое как будто поприще на прежнем месте работы или ваша новая должность, то, что вам предлагают, подразумевает, что вы должны чему-то учиться. Хотя ведь вообще-то по пажу Пентакли, если мы так на дистанцию говорим, это неплохая карта. Это как раз нам говорят о том, что мы строим будущее на длительный период времени. И даже если мы чему-то учимся, мы эти знания применим к практике, и как специалист будете вы прекрасный, так и деньги в рост пойдут. Хорошо, давайте мы спросим еще, каковы же перспективы. Тут сама по себе карта перспектив. Перспективы у кого-то могут остаться работа с перемещениями, работа посредством интернета. Это карта заслуженного успеха. Тут прекрасные перспективы, мои дорогие. Но да, они будут, скорее всего, сопряжены либо с новым графиком работы, либо у кого-то дислокация, передислокация офиса, или вам что-то предложено, а вам нужно переезжать, а вы бы этого не хотели, допустим, с семьей. Или есть еще какие-то элементы, может быть, оплаты, и где-то трудности с платежами или какие-то электронные системы расчета. Но все-таки шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Она нам говорит тут мужество в первую очередь, отплыть от прежнего берега, оставить как будто что-то и шагнуть, может быть, в неизвестность. И если у нас хватает этого мужества, дорогу осилит идущий, успех нам как будто обеспечен. Но мы должны сами себя страховать, мы должны быть внимательными, потому что, смотрите, карта темная достаточно, а смысл у нее шикарный. Вот через какую-то темноту нам придется пройти или исследовать непознанную землю без карты. Самих себя, может быть, научиться страховать, осваивать какую-то профессию или какие-то новые навыки. Или знаете, как, ну, как-то вот, словно может быть такое ощущение, я все оставила или оставила позади и начинаю, ну, полное зеро. Давайте мы тогда узнаем, хорошо, что это по финансам. Хотя карта успеха говорит, что и по финансам должно быть нормально. А вот карта нам говорит, но это как будто в прошлом. Две шестерки, тем не менее. Карта прошлого. Кто-то из вас может столкнуться с тем, что вы переходите с одного места работы на то место работы, где работали раньше. И вас как будто там с распростертыми объятиями рады видеть, принимать. Мои дорогие скорпионы, но все равно есть какой-то потенциал. Может быть, это и новые какие-то условия работы, может быть, это и где-то даже профессия, она для вас совершенно кажется новой, а тем не менее успех, как будто нам карты рекомендуют даже продолжать. Давайте спросим сразу совет от карт. Какая-то ситуация нам словно по судьбе, да, выход из лабиринта. В чем-то мы должны принять окончательное решение. Знаете, по карте 20-го старшего аркана, в дополнение к карте Иерофанта, вот как будто мы проходим тот путь или жизненный итог, который нам суждено было, прописано в каких-то небесных скрижалях пройти. И ведь это карта избавления от боли, от страданий, это карта возрождения.
И я бы сказала, не случайно тут туз кубков. Где вы сейчас трудитесь, я не вижу подвоха, мои дорогие. Перестройку какую-то, реорганизацию, смену руководства, смену графика работы. Вплоть до того, что вашу какую-то специализацию или уход в какой-то уклон, как будто, да, в новое направление. Я тоже, вот все это по картам. Да, где-то и учиться тоже. Но это мы, как и знания, так и возможности применяем к себе и развиваем. Есть прогресс, есть карьера. Давайте мы новые способы заработка посмотрим. Что думают карты? Мы смотрим ведь на октябрь. Новый доход. И здесь тоже праздник после победы. Мои дорогие скорпионы, вот и если бы была такая возможность, вот она, наверное, это дуальность, может быть, вы не можете сделать выбор. И тут сложно. И здесь перспективы, да и здесь нам сразу про праздник после победы именно. Про уверенную ситуацию, когда у вас все под контролем и, в принципе, да, все хорошо. Тут даже можно не смотреть. И как будто вы знаете цикличность тоже вот этого нового предприятия, или вы предполагаете, вы люди интуитивные, и нам говорят, что просто продолжай, да, у тебя тоже все получится. Ну, давайте мы спросим, что сейчас? Тоже деньги. Эта карта в личном, если мы говорим, ваш личный бизнес, ваше личное творчество, или вы пробуете себя в ремесле каком-то, может быть, вашем любимом. Тут ведь любое может быть. Один умеет хорошо стричь людей, правда? А второй умеет машины ремонтировать. Третий печь, может быть, что-то тоже умеет. Но любой абсолютно навык, по сути дела, это профессия. И здесь нам кто показан? Хозяин ресторана, который, вот посмотрите, кубок за свое здоровье, за свое благополучие, ну и за своих, видимо, посетителей, как будто, да, он как будто знает, что он делает, какой доход сегодня, что будет завтра, все контролирует, он доволен, он счастлив, он рад, у него все под контролем. Даже смотреть дальше не буду, лучше враг хорошего. Тогда... Две сферы жизни для вас, мои дорогие скорпионы, которые следует продолжать. Что ни возьмись, может быть такой потенциал у вас, да, достаточно успешный. Вот продумайте. Давайте мы спросим, вот что дальше будет, да, если второй вариант мы оставляем, но тут тоже как будто все хорошо, да. Дважды, трижды стабильность. Семейный бизнес может быть, кстати, мои дорогие скорпионы. Тогда совет от карт достанем еще одну карту, потому что и первое, и второе шикарное направление. Я бы сказала, сложно сделать выбор. Какой выбор? Тут надо как бы и первое, да и второе бы тоже не мешало. Совет от карт, как вот эту двойственность они видят. Не рискуйте собой, нам говорят. Сохраняй все то, что ты имеешь, нам говорят вообще-то. Мало ли обстановка будет меняться. Вокруг вас могут быть хитрые люди. Вокруг вам могут не сказать правды. Поэтому вам и карта сила выпадает. Мы сказали, как у мага. Манипулятор великий. А люди вокруг будут тоже манипулировать. Вам нужно слушать себя, мои дорогие скорпионы. Обычно вы так и делаете. Но словно вас никто не должен повернуть с истинного пути. Или добавить вам своих каких-то мыслей неправильных, а вы поведетесь на это. Здесь мы себя сохраняем. Мы сохраняем свои деньги. Эта карта иногда называют карта вора. И значит, ну, могут быть такие ситуации, когда, может быть, правда, у вас что-то пытались увести, или, ну, какая-то нечестность была в ваш адрес, и поэтому вы смотрите это видео, вы пытаетесь уйти, может быть, от ситуации, которая вызвана одним человеком, а вы хотите как будто систему какую-то свою отлаженную сломать. Вы знаете, вы не торопитесь, это правда. Манипуляторы будут всегда, везде. И везде будут какие-то, или как варианты мошенничества, такое тоже может быть. Это может быть элементарная электронная система, правда, расчета. Или перейти по какой-то не той ссылке, и тоже вот уже, пожалуйста. Мы должны себя страховать, чтобы не вызвать зависть. Вот этот момент тоже. Хитрить придется. Вот и все. Что дальше? Давайте еще раз одну карту достанем. Где-то быть воином в душе. Не увеличивать какой-то конфликт. Помните, наверное, что один конфликт равносилен одному какому-то пожару, который способен сжечь все дотла. В каком плане?
разжечь зависть, вот мы только что об этом говорили, или один недоброжелатель, который будет потом энное количество лет вам ставить палки в колеса. У кого-то была психологическая ситуация именно, или вы чувствуете какой-то риск, не можете его как будто просчитать, нам тогда карта говорит, ты ни во что, во-первых, не ввязывайся, не подвергай себя риску. У тебя сейчас очень сильная позиция, но как будто все решают люди, и от правильного взаимодействия с людьми будет зависеть вот то качество, или те деньги, или эквиваленты, или карьера. Тут нужно быть манипулятором, мои дорогие. Определенная закрытость, если нам тут пытаются что-то доказать, лучше взять нейтралитет и какую-то дистанцию как будто не расширять. Хорошо, вот интересно, неожиданно, вот какие карты шли, и в карте как бы совет, да, получается, что у нас совсем другая ситуация. Что еще? И знаете, все равно предполагает эта карта, что мы чему-то учимся, мы идем все равно вперед. По крайней мере, мои дорогие скорпионы, как вот я вижу, да, две позиции, причем одинаково прогрессивные. Но по пажу кубков это когда, вы знаете, мы все-таки должны быть готовы к тому, что либо мы учимся чему-то новому, либо мы движемся вперед, либо мы развиваем какое-то свое дело. Или, может быть, у вас период такой, что мы пока не можем отказаться как и от одного, и второго тоже. Может быть, пройдет какой-то период времени, и в последующем вы себя поблагодарите, что где-то вы не поторопились. Или, если действительно выбор неизбежный, тогда по пажу кубков это приятная эмоция. Тогда нужно выбор делать в пользу того, что вам приносит вдохновение, радость и хорошее настроение. Для кого-то из вас могут быть вопросы с детьми, и какой-то график предыдущий вам не подходит. И, может быть, вы вынуждены уходить в свободное плавание или заниматься чем-то, каким-то новым видом деятельности, именно потому, что я должна быть с ребенком. Наверное, у каждого просто своя какая-то история. Но могу сказать однозначно, мои дорогие скорпионы, как будто прогресс и на первый, и на второй вариант, ну, явно имеется. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.